Друзья, приветствую вас на канале The Divers Cast. Сейчас посмотрю такой небольшой обзорчик на конвенцию, прошедшую в Лос-Анджелесе. Интересно, какие там модели? Ну, собственно, с вами сейчас все это посмотрим, попробую прокомментировать какие-то модели более интересные, чего мы можем у нас увидеть, чего нет. Так что погнали. Такая стандартная, приятная превьюшечка. Так. Ну, стандартный рассказ, как это происходит на конвенциях. Целый отель снимается под это. Такой большой актовый зал, модели выставлены. Гассер, кстати, классный очень. Ну, о, Бэтмен. Бэтмен на пенсии. Прикольно. Так. Ну, это он рассказывает, что происходит чек-ин, то есть ты, грубо говоря, регистрируешься в этом отеле, регистрируешься на конвенции. В этом году выдают такие классные, кстати, пакетики, сумки, да, с датой. Так, каждый год новые релизы на конвенции. Вот в этом году представлены несколько моделей. Ну, вот они. Эта моделька, в первую очередь, новый релиз. Вот эта моделька именно на конвенции. То есть сама такая модель, это роза, это модель конвенции Redline Club. В этом году, что интересно, она будет на пластиковых колесах. Ну, соответственно, дань Redline, это красные линии. В данном случае Шарлетт Гассер. Я думаю, вот это интересная моделька. Да, 55-й Chevrolet Bel Air, Гассер. Такая драговая моделька. Ну, классно сделали, он прям раскрасили. Как будто бы розовый даже не вредит. Нам, конечно же, покажут и остальные модели, которые на конвенции. Вот, это такой один из ключевых моментов. Номер продавцами, да, ну, будем называть как угодно, продавцы, они номер, целый номер, в нем куча моделек, вот они представляют разные, причем не только Hot Wheels, хоть конвенция, все 1.64. Здесь показали наборы, вот они двупаки, Team Transport, так называемый. Вот у них все есть. Хочешь Funny Car от М2, пожалуйста. Это уже такие красивые вариации карт от М2. Как-то они обычно более скучно выглядят. Или вообще бокс такая версия. Но не передает этот момент. Подписывайтесь. На него подписывайтесь. Подписывайтесь на меня. Так, вот. Вот кастом. Ну, прикольно, да, сделано. Максимально похоже. Разве что вот крючок, да, выдает. Очень приятные коллаборации. Так, ну вот они уже пошли. Модельки, которые мы можем встретить и у нас. Вот такой пандем. Кстати, пандем Subaru. Интересно мне моделька. Он взял себе. Что интересно, он не набирает их сетами. У меня есть двоякое мнение к этим таким мультяшным машинкам, вот этим надутым. Вроде бы прикольно, вот, но себе я не хочу. Ну, нас называют такой pocket car. Ну да, вот как pocket car. Машинка, которая носит в кармане. Которую с собой всегда берешь покрутить. Вот это вендинг машин. Тут в чем прикол? Коин вставляешь, да, ну или оплачиваешь, и выпадает тебе такой некий рандом. То есть здесь можно вытащить достаточно интересные модели. Говорит о том, что победил, что там Porsche.
Такое стандартное наполнение, как mail-in. Да. Mail-in, что примечательно, что это такое? Это когда ты покупаешь несколько моделей, по чеку тебе обменивают на чек, что дают тебе машинку в подарок. Вот и все. У нас это могут перепутать очень сильно с РЛК, и, ребят, не путайте, смотрите. Real Riders, смотрите, лимитированный, то есть, назовем это уже как РЛК ближе. То есть, лимитировано на резине, да, Real Riders нам показывает. Mario Kart. Я думаю, девочке было бы интереснее Mario Kart получить. Так, ну это стандартный момент. Говорит, покажи, что есть. Встретил. Это СТХ. Ну, не думаю, чтобы они носили простые версии. СТХ GTR 34. Ценная моделька. Да сейчас уже и Main стал ценным. Рокси. Неприлично дорогая моделька. Не знаю, насколько она прям такая классная, чтобы быть неприлично дорогой. Porsche СТХ-шка. Несколько раз он мне встречался. Красивый. Я так и не получил даже Main его. Ну, мне кажется, Рокси проще взять у компании Mini GT и будет как-то повеселее, что ли. Да, определенно не моя эта тема. Пишите, кому нравятся эти модельки и чем они вам очень понравились. Я не могу проникнуться все никак. Просто по приколу. Не знаю. Тем более высота их у нас, у большинства в полку, они не влезут. Так, о, дядя какой веселый. Смотрите, какой у него огромного размера. Мы его, кстати, уже, по-моему, встречали именно с этим Камаро. Ну да, моделька, которую можно повесить и показывать. Смотри, какая модель есть. Прикольно сделано. Но опять-таки тоже все в номере. О, это, кстати, Dirty Ghetto Kids коллаба. У меня есть видосик, можно посмотреть на модельку. Там вот продавались скейты, собственно, продавались кепки. Ну и к кепке шла машинка. Ну, прикольно. Там целый магазин. Это Лос-Анджелес. Собственно, оттуда это и шло. Ну, прикольненько. Но моделька сама прям очень нравится. Вот цены за сет, ну что сказать. Для нас совсем недорого. Мы бы все, наверное, там бы скупали их даже сейчас. Представляете, а им это вообще будет в копейки. Успей выбрать. Чейзы. Феррари. Он решил начать с тем транспорта Феррари. Ну что ж, на момент видео, по-моему, еще я у нас не видел Феррари. Подождем, будет. Кстати, прикольный Team Transport. Видно, что вылезет больше моделек, чем одна. И сам грузовик прикольный. Дальше идут машинки с конвенцией. Вот, достаточно интересный Nissan. И он интересен тем, что у него есть вторая версия, которая смотрит в обратную сторону. Я, по-моему, помню, что первую выдавали на входе, да, а вторую как-то отдельно приобретать. Вторая в цене больше. И рядом стоит Chevrolet. У нас его на сходке, я знаю, у одного паренька он есть в убитом состоянии. Но сам по себе просто прикольно, что он есть. Лимитки от Кайда по $325. Во. Кстати, с этой конвенции лично мне очень нравится вот этот Ford Mustang. Honda Civic очень спокоен. Ну а я смотрю, у них наоборот Honda Civic очень, видимо, желанная для него моделька. Ну, это уже вкусы. Мне нравится просто красный Mustang. Очень сомнительный, на мой взгляд, Skyline. Классно, что он сделан как гассер, но мне совершенно непонятно его ценообразование. Ну уж очень он дорогой. То есть все эти модельки, уже даже видел топ, готовы привезти, он просто в разы дороже. Да, ну, прикольная моделька. И сейчас я смотрю, у них стали лимиты ставить. Да, на модельках. Не просто писать одна из скольки он. Даже сложно представить, сколько будет стоить первые номера. Да, по 6200. Ну, не мало, но и немного. Да, определенно Mustang
я постараюсь себе заполучить. Вот пока такая маленькая установка. Потому что в RLK-версии он очень такой блестящий, ну, что-то не то. А в конвенции, причем даже распак конвенции, мне он очень понравился бы. О, смотрите, он у него уже, видимо, поврежден, но будет, в общем, скрывать. Сейчас посмотрим, давай. Не тяни. Да, он его скрывает. Вот это очень интересно. Так. Да, это каст идет от RLK. Ну, классный, классный. Мне нравится. Все при нем. И капот закрывается, что тоже немаловажно. Детализованный двигатель. Ну, хорошо выглядит, вот прям не буду спорить. Фары хоть наклейки. Но уже такие наклейки, я смотрю, стали у моделек, как будто вот из стекляшки. Очень классная моделька. Такой достаточно дешевый набор у них. Ну, там и не очень сильные модели. Так, сеты просто, смотрите, глаза разбегаются. Все продается сетами. Хотя, что хотите-то, сет копейки сейчас у них стоит. И обратите внимание, вот просто сейчас я прерву такой момент с субтитрами аж. Сколько стоит сет Брайана машинок, да, у них $50. И сколько стоит сет премиальных бульваров. То есть те модельки-то по факту не премиальные, это просто спецсерия. У них спецсерия данная, да, там, конечно, 3 Супры, Skyline, но насколько дороже? То есть просто шибко дороже, поэтому... А у нас, если бульвар мы не можем купить в магазине, то так называемую эту Silver серия, да, спец-серию можно поискать в магазинах. Далеко не факт, что найдете, но можно. Причем, что интересно, у нас еще нету, да я и не видел такого прям анонса. Рядом, сейчас он показывается, где DeLorean и прочее, вот рядом есть Сильвия оранжевая, да, как будто модельки в негативе. То есть, если Volkswagen Jetta, она красная, тут она синяя. Honda S2000, она розовая, здесь она белая. Lancer, он идет желтый, ну, такой желто-зеленый, тут просто синий. Прикольно сделали версию. Я не вижу, как называется эта сеть. График Remix. Ну, а что делать-то? Взяли, цвета переставили. А вот уже идут сеты подороже. Это они с чейзами. Да, чейз, опять-таки. Расскажу немножечко про чейз. Чейз — это машинка такая искомая, да, как погоня. У премиальных версий машин есть серии, где встречается моделька Chase. Она обычно черная, была до этих дней, но теперь дальше будет просто дополнительная моделька в сете. И, что интересно, она будет еще не обязательно черная, она может быть и золотой, и прочее. Но сейчас такое было анонсирование, когда проходила, собственно, конвенция, всякие картинки в сети были, вот оттуда узнал. Поэтому теперь Chase не просто черная, теперь будет вообще непонятно, сколько эти будут модельки стоить, как часто они будут попадаться. Но это уже мы с вами узнаем спустя какое-то время. Классные формулы. Видел, у нас на сходке продавали. Причем, как будто бы одна больше другой, что-то я так не понял. Ну, они прямо весомые, детализованные, такие уже более премиальные, нежели набор из базовых машинок. Причем именно подиум, на котором она стоит, я думаю, решает. Потому что даже когда вскроешь, поставишь на этот подиум, будет все подписано.
Ага, целый сет. Но это уже целый сет из машинок стоит дорого. Эти модели у нас достаточно часто встречались. Он даже не стал, вот видите, но все-таки я бы тоже остановился на нем. Диорамы. Что-то такого интересного. Да все интересное. Достаточно большой выбор. Ну вот, модельки такие, они все равно как будто дутые. Но с человечками, с такими прикольными фигурками человечков. Но это уже наборы, наверное, с января года. Уже можем сказать, считать их старенькими. Да, и он идет с чейзом. Вот они все чейзовые черные модели сверху. Это вот чейзы. Ну и, собственно, цена у сета сразу же в разы. В 4 раза порой даже дороже. Прикольно сделано. 2400. Даже не знаю. Но это вот он такой эксклюзив. Ну, я думаю, так и будет долго висеть. 2400 за условную фантазийку. Конвенция на Филиппинах. Знаете, что прикольно у этого Porsche? У него есть их несколько, они все одинаковые, но разная карта. И выходит, когда складываешь их вместе, картинка карты. Вот это такое своеобразное. Зачем я побывал 6 раз или там в 6 местах? Он не говорит за сколько. Ну вот они есть. Такие одинаковые с одного мероприятия, но в разную сторону. Вот еще. Вон разница. Собственно, вот они и есть карты, которые складываются рисунком. Сингапур, Филиппины, Малайзия. Одна и та же моделька. Разные карты. Угу. Ну, я смотрю, пока показали больше всего с Филиппин. Что это? Вот это прям бешеные модельки. Это как будто даже не Cool комби на максималках, а драг. Что-то драг-вагон. Ой, их еще очень много. И они все, ну, кастомки, да, от какого-то придем дизайнера. Стоимость, конечно, их впечатляет. Иду в таком боксе с подписью. Какая серия, да? Серия артистов, то есть каких-то дизайнеров. Вообще класс. Я такие модельки даже не видел. Очень интересно. Так, модельки определенно. Вау, иду дальше уже $500, $1000. Очень много. А может быть, это он и есть тот самый дизайнер, кто их делает, что их так много. Хочет подарить эту модельку какому-нибудь ребенку. Прикольное, да, занятие? А? Спрашивает, сколько у тебя уже в коллекции машинок. Он, по-моему, сказал 5 машинок. Ставлю, что папа собирает, а ребенок пошел за компанию. Необычно, да, то есть человек занимается не просто кастомом, да, он делает в целом и карту такой, ну, как он ее назвал, графический дизайнер. Ну, вообще очень красиво.
Причем вон она версия с моделькой. Очень круто. Но я думаю, у нас со временем тоже найдутся такие ребята, которые будут делать не хуже, а возможно даже и лучше. Очень хотелось бы, чтобы у нас так развивалось, что мы могли бы себе в России позволять такие модельки. Ну, она прям достойно выглядит, да, и вот эти маленькие голограммка, вот эта висючка, ну, а как она вид придает? Даже если карта где-то будет чуть-чуть ни о чем, то вид все равно. Вот Supra в таком же формате. Гассер еще и с карточкой, каким-то лимитом, то есть моделька все равно еще их несколько. Вот даже не знаю, что сложнее сделать, когда она одна, или все-таки сделать прям, ну, одну хорошую, ну, там, в 20 экземплярах. Это крутая моделька, особенно если он растет уже и там поднимается, взять ее с автографом и взять ее на мероприятие. I'm such a fan of your work, man. Just coming in, I just discovered you here at the show today. So, I mean, and I know you've been around, but it's so cool, and that's what's great about coming to these conventions. And I was so this is your logo. Yeah, that's your logo. Yeah, that's right. See that we're involved. Nuclear Minds Design. Ну, сейчас просто такой больше, наверное, обмен любезностями, как нам приятно быть здесь. Ну, прям могет умеет. Классные модельки, все красивые, яркие, наверное, когда хочется чего-то такого яркого. А вот, кстати, модельки, я так понимаю, подписаны им под конвенцию чисто. Прикольно. Господи, да даже стикер классный. А вот получается стикер, моделька, постер. Очень круто. Ну вот тут уже... Что это? Они все как будто из глины. Это такая краска, я вот не пойму, что это. Как будто их все обработали некой ржавчиной, что-то окислилось. Как будто зачистили модельки и потом их... Да. Так и написано, что модельки все заржавлены. Но прикольно выглядит, да? Все разобрано, снято в хром. Там колесики, а модельки, даже причем свежие модельки вижу. И все сделаны таким подсостаренным. Если ее зачистить и оставить под дождем, я думаю, с ней так не случится. Нужно какой-то химией. Вот. Ух ты какой. Мне нравится у них указание цен. Вообще модели, прям глаза только разбегаются. Все очень классное. Все, ну так понимаю, это место, где можно прийти, посмотреть, собственно, на эти модели. Это сходки, конвенции, пощупать в руках. Ну, я им завидую по белому, такой, с завистью белый. Как бы с удовольствием бы побывал на этом мероприятии, но и так тоже достаточно хорошо. Когда вот такие смотришь достаточно интересные модели, красочные, такие массивные, как-то повеселее, чем мейн, на мой взгляд, чем базовые. Ну, цены у них очень вкусные. Хотя ведь может быть оказаться, что да, эта цена еще с плюсом для мероприятия.
О, здесь и Феррари. Ну, пока... Что-то я не увидел той Феррари, которую хочу. Hall of Fame серия. Хорошая серия. Конкретно вот эта Феррари. Вживую ее видел. Очень... Цвет ее прям очень классный. Как будто бы лучший цвет для Феррари. Вот именно на ней. Really cool room. Got some G.I. Joe. А, ну, мы здесь за машинками, а не за G.I. Joe'ем, да? Pretty cool Tokyo Street shirts. Так. Футболочка Liberty Walk. Oh, yeah, right there. That's awesome. Yeah, $40. Great movie watchers. And you don't see these cards like this is cool. Вот с карточками я не понял, так, ну так я как понимаю, это что-то от Tarmac. Это карточки, вложенные к моделькам? Или это отдельно приобретаются карточки? Ferrari Team Transport. Феррари, $65. Вот тот момент, когда каждый Team Transport, по идее, недорогой должен быть. Ну, хорошо, ну пусть хотя бы 5, но не $65. Мини GT. Очень дешевый мини GT. Классный Skyline. Вот ID, это вроде бы серия такая для трек поиграть, там у кого есть трек с этим, кто читает чип, но все равно, даже если нету, выглядят они классно. Пошли конвенции. Конвенции вон все стандартно дорого. И вот когда смотришь, кучка лежит Limited Edition Кайда и думаешь, ну такой ли он Limited, если там у человека уже их куча. Куча Toyota, не знаю, с чем такая популярность именно у синей Toyota. Так. Ну вот, о чем я и говорил. Пара, $550. Что Datsun, что Nissan, это японская конвенция. Разница у них только в какую сторону модельки смотрят. Все. Старые СТХ. Вот, что это такое? Почему это Toyota у них? Вот казалось бы, вот, на нашем рынке Toyota это мало кому нужна. У них, видели, количество, значит, берут. О, Инна. Так, а мне кажется, у меня это Инна есть. Да, Токио. Да, у меня такое Инна есть, оказывается, их много. И тоже, вот, казалось бы, Токио салон, и все равно куча моделек. В боксе выглядит, конечно, не очень хорошо. Да, с Годзиллами. Чейз. Да, кстати, у Кайда Хаус тоже есть Чейз. У них большая коробка, и в этой коробке в определенном месте лежит Чейз. И я знаю, что есть люди, которые просили их в коробку хотя бы как-то перемешивать, чтобы был шанс на выпадение, потому что те, кто знают, где он лежит, они его достают. Все. Это в основном какие-то магазины крупные, потому что Чейз гораздо дороже базовой модельки. В их случае Чейз дороже базовой модельки, вот сейчас я смотрю, на $25 всего, это копейки. У нас же он получается раза в 3-4 дороже, вот и все. Поэтому была такая у них петиция, не знаю, как они удовлетворили ее или нет, но было бы прикольно иметь момент неожиданности. Хотя по мне, если ты хотел розовую машинку, а тебе прислали не покрашенную розовую, ну, не знаю, насколько тут радоваться или нет. Как коллекционер я бы порадовался, а как тот, кто хочет приобрести модели, наверное, сказал Очень классные. Старые мини GT. Прям буквально сегодня думал,
об этих скайлайнах. Серия, все какие-то уже Liberty, это из магазина Liberty Walk, я так понимаю, идут. Ценники, конечно, на них прям безумные. Special. То есть разница между простой и специальной почти двукратная, а за сэмпл, я так понимаю, образцовая версия образца еще больше. $1500. $1500. 35. $1500, кстати, возвращаясь к Мерседесу, но это уже прям кто очень их собирает, но действительно он у нас стоит около 150, я видел. Ну, наверное, может быть, можно найти где за 120 хотя бы. Ну, это прям такое очень углубленное коллекционирование. У многих коллекция, наверное, будет вся там 1100. Коврики с парковкой всегда вид имеют, но они плоские. То есть вот эти кусты, это просто плоскость. Тут уже по-другому, да, выглядит. Какой-то отдельно, вот диорамы дают вид вот этим распакованным моделькам. Вот, Club Exclusive. Сколько моделей еще предстоит нам увидеть? 300, вот Batmobile, да, $350. Обалдеть. То есть реальные модельки там $40, а это 350. Вот она разница. Выглядит прикольно, эти номера у них всегда просто вот уже и на балкончик на. И так в каждом номере, где, ну, люди, везде свет горит, люди ходят. Ну и пошли, да, такие моменты. Кто-то $8. Я так понимаю, в зависимости от количества моделей, в принципе, на рынке тоже у них формируется цена. Глаза разбегаясь, он конвенций. Ну да, конвенции прям у них подороже все видно. Уже 120. Что-то из прошлых роликов смотря, можно сказать, что где-то ценники у них тоже поднимаются. Не прям так шибко сильно, но поднимаются. Вот, у меня сейчас такая была. Все модельки эти не очень вдохновился, кроме... У нас гораздо он дороже стоит. Вон она, $35. Ну, видимо, она у них тоже не очень популярна. Хотя... NFT-шки. О! Уже готовится. Ну, смотрите, 5... Что там? Орнамент, $5 каждая. Типа было 10, стало 5. Хороший шаг. Ну, что такое $5, да, чуть подороже модельки. Так, Кайда. Хотя ранее смотрел, когда у них на сайте Кайда продавались, ну, на официальном сайте, ценники побольше. Вот интересно, откуда они свои.
Кстати, как вам Кайда? Нравится вот Кайда? Мне нравится Кайда, но еще прям пока определился только с 34-м Скайлайном. Okay. That's a really cool casting. Man, I see the bottom of it. It's just, А. oh yeah, that's cool to see that. It's like a Ну, Кайда интересные модельки, спорить не буду. Прям есть что посмотреть, и в руках приятно держать, весомые. I appreciate you cracking that for us, man. Thank you. This room right here is just wild, like a whole die-cast shop. But something caught my eye when I was walking up. Is he's got Крутилки прям очень классные. У меня уже стало старенькое, крутит и дергает. the blue Lamborghini А тут прям все хорошенечко. chrome with the bucket seats. Just looks amazing. И посмотрите, как классно выглядит РЛК в боксах. Да, то есть, когда он идет в блистере, он выглядит как будто бы дешевле. Так. А когда идет в боксе, уже ему такая собственное место. Вот так, даже если ты его вскрыл, пусть он стоит. Ну и отдельно уже это модели, у которых лоурайдеры, меняется положение колес. Ну, не только у лоурайдеров, там есть... О, Like the tires, they can pop up and down on it. понятно. Приклеены. А я подставлял под колесико с обратной стороны скотч малярный, чтобы не скатывались. Они приклеены. Ну, прикольно. Got these other ones down here. Большое такое количество. О, прикольная моделька. Тоже тут дизайнерская моделька, но она не прикручена. То есть я считаю плюсами моделек, которые есть просто прижатые, их можно без проблем достать, посмотреть, повертеть. Until I came to this. Хуже она от этого не станет. There we got the Hot Wheels Legends Tour car that was put out this year. Уже у нас такие модели появляются. Ну, конечно, как появляются, привозят. Little Kitty Civic. Поэтому можно все это посмотреть, пощупать вживую на сходках. And this one was awesome. Saw one Ну, earlier. These are just some crazy custom castings that are just super elongated. круто выглядит. Вот эта штуковина прям интересно. Got some Fast and Furious. Now this Paul Walker. Ну, к этим более спокойный. Хотя, опять-таки, смотрю на Супру, а капот не проработан у нее. Lots of great stuff. Потому что если делать, так делать до конца. Халк Хоган. Really cool cars at these events. And right behind me, you got a 1967 Datsun and a Вот gas. датсунчик у нас. Fun to see stuff that you don't see on the road every day. Ну, такая прям спортивная его версия. This Datsun. Даже продают. Pretty cool. Leather seats on the inside of that. And it's a manual. You drive stick. Got the little Hot Wheels. Вот интересно, к следующей там Гассер стоит, подойдет он к нему? Great looking ride. Разница. Check out this gasser right here. Ух. This thing is a beautiful classic hot rod. You see it's got the sticker in the back there. Just the fat tires on the back and the skinny tires on the front. Really cool to see. This is cool to see these cartoon castings. Ну вот они, карт-тюнер. В данном случае ты его хоть разукрасишь, что-то наклеишь, какое-то действие проведешь, проникнешься моделькой. А так я даже не знаю. Ну вот, может быть, потому что это какая-то максимально детская тема. Я не знаю. So pretty new, pretty new. Так. That's really sweet, man. Не знаю, он прям проникся, видимо, этими моделями. Я нет. And this vendor just Ну вот СТХ-шечки. tell me a little bit about how long it takes you to make something like this or what your process is like. Весьма интересный, да, экземпляр. И голф-раскраска, и Ford. И, собственно, СТХ-шка. It's really neat. And what is your what has been like the hardest custom on this table? What has taken the most time to make? This one right here, GT40. What was it about this that was? Достаточно там сочные модели. What was that? Но опять-таки сейчас уже есть те, кто могут, так сказать, условно, подделать, поэтому распак
Я считаю, что СТХ в распаке уже скучно, не то, ради чего ищет. Он предоставляет наклейки, можешь спокойно приобрести наклейку и на модельку сделать. Вот, пожалуйста, на все. Причем эти наклейки, ну, похожие, я на заказ делал, достаточно удобно переносить. Нужно, конечно, терпение, набить руку, это все нужно, ну, определенно, но не так страшно. Можно научиться за пару дней. Are these customs too, or are these just RLCs? Okay. Great to see these RLCs that you have here, though. I haven't seen this. Да, и вот попадаешь в момент, когда думаешь, вот он типа делает кастомы на эти модельки. Вот $175, да, и сиди готовый. Думай, оно, не оно, кастом, не кастом, да, но вот если не знаю, на месте пришел, как вот Мерседес, если там мы видели его за 1500, кстати, в этот раз их очень много вижу здесь. Anything else that В прошлую конвенцию были совершенно другие модели. $5 stuff? Can we open the case just for the glare, just to show it to these guys? Ну, какой сундук. Ну и погнали, да, у нас что тут? Бэтмобиль. Кстати, кто знает про зеленые модельки? Напишите что-нибудь в комментарии, что о зеленых модельках из Америки вам известно. Есть такая интересная тема, тут поднимать не буду, а то это надолго. Но хочу узнать, знаете, нет. You know, people come here planning to just drop them and stuff like that. Все, конвенция. Очень сочные модельки. Мне нравится, когда конвенцию делают на основе соток. Прям выглядит очень классно. Прям максимально моделька, не игрушка. О, прям очень классный. Ну, немножко повторюсь, да, почему сотки, они изначально задумывались как чисто коллекционные модели, а остальные касты, в принципе, это такие, ну, игрушки для трека, чтобы потом погнали. Это вот первые модели, их реколоры, соответственно. Вот не знаю, если тут первый каст, ну, это вот прям такой есть сладкий Sweet 16, да, ну, не будем прям переводить на русский его, но вот это модели оттуда. И вот мне бы хотелось заполучить несколько, но вот видите, ценники на них в зависимости от цвета, от их состояния, вон, вплоть до $500 за просто вот за модельку. Это конкретно такой уже коллекционный, глубокий момент, где ты ищешь от состояния к состоянию. Там целое такой момент, как надо их восстанавливать, что как делать. Видите, разница. Светлый интерьер, то есть темный интерьер. Он красный вообще шикарно выглядит. Красное на красном. Но это вот это первые редлайны, собственно. То, что каталось. Немножко в историю, если вдаваться, они до кризиса в 70-х, там, модельки у них были совершенно иные по качеству, потом пошел спад из-за кризиса. Стали более упрощенные, более все, ну, короче, все было более удешевленно. Потому что первые, если найти, я думаю, вот они и будут стоить того времени, не восстановленные, там вообще денег дофига. Но это именно будет та самая, наверное, вишенка у каждого из нас коллекции, получая, находя. Потому что они выглядели до получения лицензии вот так, Hot Wheels. Не было у них там модельки конкретно Porsche, конкретно Ferrari. Назывались они вот как-то там по-своему. Что-то похожее, плюс еще да, там Camaro и Custom, да, вот, потому что они, видимо, с Chevrolet больше сотрудничали. Все. Обалдеть. Они же скупают и продают модельки. Ну, прям очень классно. Причем такие все яркие, сочные, что и... Вот, смотрите, она тяжеленная, вся металлическая.
Но я еще пока не могу определять вот так по видео, насколько, какого года она или еще что-то. Мне очень хочется этому научиться. Racing, right? Что там, как там. А самое главное, я хочу попробовать испытать, как оно едет. Мне очень интересно то, о чем говорил, чтобы были не кривые. Kids had submitted for designs, which contributed to the design of this casting. Yeah, that's something that Bruce Pascal was telling me about. Такой футуризм в этих машинах очень проглядывается. Эти все формы того времени, как бы представляли люди, как будут машины дальше. Can I take a look at this hot pink thing? О, да, розовое, прям тоже внимание. You see this Spectre Flame pink. What's nice about them is they pop so well. There's also a salmon that is not as hot as that. Oh, okay. Right. And what casting is this? Like, what car is this? This is a AMX. AMX. Really, really neat. And you can see the bottom. I love that these were all just solid metal bottoms. Hot Wheels AMX. And you Конечно, жаль, что со временем, да, вот все-таки оси гнутся, just to make them go a little bit но моделька, я, например, даже могу сейчас свою представить, как она была куплена там каким-то ребенком в далеком, там, 75-м, 6-м году, и вот они дальше провалялась она потом где-нибудь на барахолках, на прочем, вот человек либо принес ее, продал, либо нашли. Oh, there we go, right there. Howard Reese did this. Great, great. Опять-таки повторюсь, реставрация этих моделей это прям отдельное искусство. То есть, если ты ее взял и перекрасил, как тебе хочется, там повесил, не знаю, какие-то свои кастом идеи, я думаю, в их понимании на тебя будут смотреть крайне криво. Yeah. So that was another feature of these old red lines that was just really great. Ну, благо нам сейчас доступны краски Spectre Flame и прочее. Articulating parts are just not something that you see. Get one that's gonna open in here. And what these were essentially were main lines back in the day. Yeah. So seeing that pop open and then being able to see Прикольно сделано. А что касаемо базовых машинок, ну, сейчас, ну, не открывают, были касты, опять-таки шел, повторюсь, несколько раз был кризис у Hot Wheels, и я думаю, что это связано с открывашками, в том числе, например, в 2014 году hanging out here with another collector. машинки, если даже распилить сейчас, который каст того года, кого открывался когда-то капот, там будет моторчик стоять. О, мне очень нравятся эти модельки с пастью. Ну, в данном случае прям очень сочно все выглядит. Конечно, дело вкуса. Я бы хотел, чтобы колеса были красные. Not bad, dude, for a chase. Ну, прикольно. Just dropped it, so there's probably a little bit more than that right now. That's really cool. Great, We got great that interior. one. We got one of these C10 in the parts. Go $45 truck. И опять-таки, да, в магазине даже вот они будут вывешены. Кто не знает, что это Chase, просто машинка с зелеными колесами, с золотыми колесами, с красными колесами. Прошел мимо и все. Ну, то есть этот момент именно насмотренности. Ну, вот они, красные колеса. У меня тоже как раз Coca-Cola, красные колеса. Вот оно все. Не насмотренность. То есть ты пришел в магазин, уже увидел, что вот есть такие модельки, и тогда ты уже начинаешь, ага, вот это Chase. Appreciate that, man. Yeah, of course. Oh, this was a fun one to run into, guys. Check this out. We got these 1944 dually. Здесь прикольно, что они его представили, его рабочую подвеску, у него подвеска работает. Именно такой имитация вот этих камней. Flexed up there on the rockers. То есть вот это показали, что вот именно он по камням едет. So my name's Kevin. О, попросили автограф у Кевина. This piece is permanent in my collection. Permanent. Check this out, guys. Brother, thank you so much. Yeah, man. I'm gonna find it. О, прикольно, засмущало. You made it day, man.
Да, это всегда очень необычно и приятно. These are crazy right here. Were these like a Japanese release or something? Or what are these? Ну, это просто максимально японский релиз с Ультраменом. It's like 80s, 90s Japanese cartoon. Да, разные мультики тут. Не только, как я сказал, Ультрамен там. I've seen stuff I've never seen before. So, yeah, it's just really unique and fun. I just like Я так понимаю, если они выпускались исключительно под рынок Японии, то действительно уникальные. О! Ну тут просто всего набрали. Такая пасть не очень уже нравится. Но очень классно выглядит в плане... Такой он... Эффект вау вызывает. Well, guys, that's gonna do it for me today. If you liked the video, check out some of my other ones. And I'll Ну что ж, в данном случае видео уже закончилось. Друзья, ну вот так немножко обозрели, посмотрели, как-то, может быть, надеюсь, повеселее, потеплее. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оставайтесь со мной. Давайте будем обозревать, смотреть, ну и немножечко продолжать наше развивать коллекционирование. Всем до скорых встреч. Пока-пока.